Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, и вы на моем канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, вы можете найти все, что нужно для улучшения вашей жизни. Если вас не устраивает какая-то сфера вашей жизни, пожалуйста, заходите на плейлист «Измени свое будущее сейчас», и там вы найдете практики и настрои, которые помогут изменить ваше внутреннее состояние, соответственно, изменить ваши мысли, и туда, куда вы направите свое внимание, то вы и будете притягивать. Так вот, все эти практики и настрои созданы для того, чтобы ваша энергия, ваше внимание было направлено на улучшение, на позитив. И таким образом вы можете изменить все, что происходит вокруг вас. Ведь вы хозяин своей жизни, и только вы решаете, куда направить свое внимание, и, соответственно, туда, куда вы его направляете, вы это и притягиваете. Да, это могут быть недосконально те события, о которых вы думаете, куда вы направляете внимание, но происходит похожее, вы притягиваете похожие энергии. Ну а если есть вопросы, которые не можете решить и сами не можете выйти из этого круга неудач, пожалуйста, приглашаю на личную консультацию, где мы рассмотрим именно вашу ситуацию и подберем вам, лично вам, те практики, те настрои, которые помогут лично вам изменить вашу жизнь. Ну, а работать над собой – это единственное, что я называю работой. Сегодня Таро ведьмочек, и оно нам сегодня расскажет самое важное, что вам надо знать именно в данный момент времени. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, как всегда. Это надо делать постоянно, даже не смотря мои видео. Чем больше вы это делаете, чем больше... еще и улыбнуться, не забудьте улыбнуться. Чем больше вы это делаете, тем больше причин для улыбок и улучшений дает вам Вселенная. Всегда помните об этом. Ну а сейчас мы посмотрим, что же нам хочет сказать Таро ведьмочек именно сегодня. Первое, что вам хочет сказать Таро ведьмочек, что вы можете быть предельно уверены в себе. Да, это женская карта, это королева Пентаклей, но если мы говорим сейчас о том, что важно вам знать сегодня, первое, что важно знать сегодня, что ваша уверенность в себе и уверенность в правильности принятия решений очень важна на сегодняшний день. И у вас есть вокруг вас все для того, чтобы вы могли действительно быть уверенными. Если не видите, то займитесь действительно поиском именно внутри вас, потому что по этой карте только от вас зависит ваше благополучие и ваше благосостояние. Это первое и самое яркое, что я вижу. Также по этой карте это женщина старше 45, светленькая, со светлым цветом глаз. Женщина очень серьезная, женщина, знающая, что она хочет, женщина, уверенная в себе и уверенная в своих действиях. Для мальчиков, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки, вот
такая женщина или уже есть в вашем окружении, или в самое ближайшее время она появится у вас на горизонте в вашем окружении. Эта женщина именно очень серьезная. Если она вам понравится, вот именно для скоротечных страстных романов вряд ли она вам подойдет. Она на них просто не согласится. Вы, если будете таким образом действовать в ее сторону, просто ее потеряете. Ну, а если все-таки ищете серьезных отношений, то при мудром подходе и понравившись ей, ну не просто так она появится, скорее всего, вы ей тоже понравитесь. И, соответственно, только от ваших действий зависит, что же из этого можно построить. Для тех, кто узнал в этой же, кстати, она старше 45, если вы старше 45, то эта женщина или ваша ровесница может быть на год младше или старше. Если вы младше 45, женщина однозначно будет старше вас. Но я всегда говорю, что возраст – это только число в паспорте. Вот. А все остальное зависит от внутреннего состояния человека. Я очень много знаю женщин, которым 35-37, и такое ощущение, что они уже довольно пожилые, а знаю женщин, которым за 70, а они молоды, как 30-летние. Поэтому тут зависит действительно от внутреннего состояния. Так вот, если вы в этой женщине узнали свою женщину, значит, ждет она каких-то действий от вас. Если она не появляется, или если вы почувствовали какой-то холод в ее отношении, значит, что-то произошло, что ее испугало. Ну и в основном из того, что я ярко вижу, она ждет именно ваших действий. Это для мужчин. Для всех остальных эта женщина выходит как помощь вам. Для тех, кому нужна какая-то помощь, ну, включая еще и сферу здоровья, вот эта женщина именно может быть и врачом, и коллегой, и, соответственно, мало вижу именно кровного родства. Это может быть еще и подруга. Но действительно именно в помощь вам, поэтому обратите внимание, ведь мы смотрим сегодня то, что карты считают, вам надо знать на сегодняшний день. Опять же, если есть какое-то безвыходное положение, вот как говорят по-французски «cherchez la femme», вот тут ищите женщину, и вы сможете получить ту помощь, которая вам нужна. Смотрим дальше. Опять мы видим женщину, но это женщина, которую, скорее всего, вы знаете. Только единственное, что у некоторых из вас очень долгое время не было общения с этой женщиной. Она появится. И, соответственно, могут появиться, ну, не проблемы, а какие-то ситуации, в которых вы, может быть, и не захотите общаться с этой женщиной. Опять же, это может быть как для мужчин, так и для женщин. Женщина волевая, женщина, нельзя сказать, что она открытая, но вы знаете ее. Вы ее знаете, и, скорее всего, в прошлом были какие-то отношения, и, соответственно, общение было прекращено, но вот получается, что вам важно знать, что она появится и будет искать или встречи, или диалога, или ответа на какие-то ее вопросы. Ну, а действительно, принимать, не принимать – это своего рода предупреждение. Еще эта карта предупреждение о том, что если есть что-то, что у вас не получается сегодня, то обратитесь к прошлому. Поройтесь в прошлых неудачах,
и вспомните, что же вы не отпустили, что вас когда-то испугало. И на сегодняшний день то, что вас когда-то испугало, и то, что вы не отпустили, и мешает вам достичь, получить ответ, построить. Ведь получается, что большая часть вашей энергии осталась там. И вы все равно, получается, питаете вот те неудачи, те опыты вы питаете своей энергией, тем самым вы и притягиваете сегодня то же, что было тогда. Может быть, в абсолютно другой сфере и других ситуациях тоже. Это работает на уровне энергии, поэтому тут обратитесь к себе и проанализируйте, что же это может быть. Найдите корень проблемы. Когда вы находите корень проблемы и его убираете, у вас расправляются крылья, меняется энергетика, и, соответственно, вы начинаете притягивать абсолютно другие энергии и абсолютно другие события. Ведь события начинаются с энергии, с энергетического посыла. И тут нужно изменить энергетический посыл, и тогда все изменится. Ну и еще что нам скажут Таро ведьмочек, что же вам надо знать сегодня? Заметьте первое, увидьте, что у вас уже есть, за что сегодня вы можете благодарить. И поверьте, если вы на этом сконцентрируетесь, вы найдете такое большое количество людей, вещей, событий, ситуаций, за которые вы можете поблагодарить. Сделав это, вы начнете получать еще больше вещей, событий и людей, за которые вы будете благодарить. И, соответственно, вы увидите, что ваш стакан не полупустой, а полуполный, что у вас есть все для того, чтобы достичь уверенности, для того, чтобы достичь благосостояния. Ведь действительно все это в вас. Вы не хотите этого видеть, потому что вы не хотите осознавать что-то. Вам легче плыть по течению, но по течению плыть хорошо, когда вы уже выбрали то течение, которое ведет вас к улучшению. А тут вы сидите как будто бы у разбитого корыта и не хотите видеть, что вокруг вас. Тут по этой колоде, я вам хочу сказать, я вам сейчас покажу по этой колоде, что вокруг все прекрасно. Вокруг море, вокруг солнца, вокруг счастья, вокруг все, что приносит радость, а вы почему-то сконцентрировались на том, что забирает эту радость. Переведите свое внимание, переведите ваш фокус, уберите вашу энергию от отсутствия, поверните ее на присутствие, даже вот просто так. И тогда вы увидите, что действительно можно всего достичь, и жизнь прекрасна. Вот что считает Таро ведьмочек вам нужно знать сегодня.